Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. И с вами я, Хоррор-мейкер. Вы знаете, что сейчас меня интересует тема монстров-пожирателей, монстров-людоедов. Я изучаю этот вопрос и собираю различную информацию. А кто не знает, поскорее подписывайтесь на мой криповый канал, и тогда вы будете в теме и будете знать все новости о монстрах-пожирателях. Кто из вас знает, что такое томограф? Компьютерный томограф? Не знаете? Так я вам объясню простыми словами. Томограф – это прибор, устройство, с помощью которого получают изображение внутренних органов человека. И если вы здоровы, вам томограф не нужен. Но если у вас болит голова, шея, спина, кости или у вас что-то не в порядке с внутренними органами, вам может понадобиться томограф. Для того, чтобы получить томограмму, то есть снимок исследуемого органа или части тела. Томограф немного напоминает по своим задачам рентгеновский аппарат. Он тоже излучает лучи для того, чтобы увидеть, что происходит внутри организма. Что представляет собой томограф? Вы ложитесь на специальную передвигающуюся тележку-каталку. Врач нажимает на кнопочку, и каталка ввозит вас в такой своеобразный маленький тоннельчик, как на этом видео. И вы лежите в этом тоннеле-томографе, пока идет излучение и запись ваших внутренних органов или частей скелета. А потом каталка выкатывает вас назад из тоннеля томографа. В принципе, это совершенно безопасная процедура. А теперь послушайте, что я прочитал в одной статье. В австралийском городе Саншайн-Кост в одной из престижных медицинских клиник произошло удивительное, можно даже сказать, мистическое происшествие. Молодая женщина обратилась в клинику с направлением от своего лечащего врача в отделение магнитно-резонансной томографии. Дело в том, что у женщины давно наблюдались проблемы с позвоночником. Она испробовала различные способы лечения, но ей ничего не помогало. Врач дал ей направление на проведение магнитно-резонансной томографии с целью диагностировать причину болезни позвоночника. Женщина пришла в клинику в отделение томографии. Врач провел ее в процедурный кабинет, уложил на каталку, каталка въехала в томограф, и врач вышел из процедурной. Когда он вернулся через 10 минут, то увидел на стенках камеры капли крови. Он нажал на кнопку, каталка выехала. Когда врач увидел то, что лежало на каталке, он обомлел и едва не упал в обморок. На каталке лежала только нижняя часть тела женщины. Что же произошло? Неужели во время отсутствия врача кто-то проник в процедурный кабинет и таким странным образом разделался с женщиной? Зачем? Почему? Много вопросов. Естественно, началось расследование. So you can see that the patient will lie right here. Расследование не принесло никаких результатов, которые могли бы пролить свет на обстоятельства гибели молодой женщины. Но следственная группа продолжала вести расследование. У погибшей женщины не было врагов. У нее была вполне благополучная и комфортная жизнь. Я продолжаю лепить томограф из пластилина. Это довольно непростая задача, поскольку я хочу воспроизвести это устройство довольно точно.
Для лепки я использую главным образом белый скульптурный пластилин. Немного голубоватого, черного, красного, розового. И пока я леплю, продолжу чтение статьи про томограф-убийцу. Следствие зашло в тупик. Были проверены многие люди. Весь штат клиники, все родственники, друзья и знакомые женщины. Но у всех было алиби. Да и мотивов совершать такое преступление ни у кого не было. Тогда решили пойти другим путем и провели тщательный анализ останков тела женщины. И вот здесь следственную группу ожидал успех. Да еще какой! Оказалось, что тело женщины очень сильно отличалось от тела обыкновенного человека. Сосуды, по которым двигалось вещество, очень напоминающие нашу человеческую кровь, оказались необычными человеческими сосудами. Стенки этих сосудов были из неизвестного вещества. Да и сама кровь оказалась не кровью, а какой-то жидкостью неизвестного состава. И вся плоть тела женщины только на первый взгляд напоминала, хотя и очень сильно напоминала, человеческую плоть. А на самом деле это было вещество, неизвестное нынешней науке. Получается, что погиб не человек, а какой-то человекоподобный монстр. Попытки пролить свет на произошедшее событие провалились. По причине того, что всю информацию по этому делу засекретили, наложив на нее гриф «Топ Секрет». Секрет особой важности. Совершенно секретно. Вот такой томограф я слепил, друзья. И пока я буду лепить его зубы и останки съеденной им женщины, я поделюсь с вами своими рассуждениями. А если вы хотите и дальше слушать и смотреть мои страшненькие истории и учиться лепить из пластилина, то подписывайтесь на мой прекрасно страшненький канал и жмите на колокольчик, выбрав все. Тогда точно не пропустите ничего интересного. Я долго размышлял над тем, что это была за женщина такая, которая по факту оказалась вовсе не женщиной, а каким-то то ли монстром, то ли роботом, то ли еще кем-то. А также над тем, что же это за томограф, который съел половину этой женщины. И пришел к такому выводу. Эта женщина – объект SCP, то есть она из SCP фонда. Не зря Джим писал мне о том, что в фонде происходят какие-то странные и непонятные явления. А томограф – это либо уничтожитель каких-то ненужных, вышедших из употребления SCP объектов, либо убийца SCP объектов. Я еще до конца не разобрался в этом вопросе. Если томограф – это уничтожитель SCP объектов, то, возможно, он действует по такой схеме. Когда объект SCP становится не нужен, например, он устарел или что-то в нем, так сказать, сломалось, то этот объект каким-то образом направляет на уничтожение. Деталей я пока не знаю. Либо, если томограф – это убийца SCP объектов, то объект каким-то образом заманивается в томограф, и тот его убивает. Я буду отрабатывать обе версии, но не уверен, что мне удастся это быстро сделать. Одно могу сказать наверняка. Нам, людям, томограф-убийца не грозит, поскольку совершенно очевидно, что его целью являются не люди, а объекты SCP. Поэтому можно смело делать томограммы, не опасаясь быть съеденным. Когда я продвинусь в моих исследованиях или ко мне попадет новая информация, я обязательно поделюсь этой информацией с вами, можете не сомневаться. Я очень рассчитываю получить новейшие данные от Джима, который занимается поисками главной базы фонда и, насколько мне известно, приближается к разгадке. А вы, друзья мои, приближаетесь к этой разгадке вместе со мной.
Я не уверен, стоит ли причислять этого монстра, ну, томограф, разумеется, к отряду пожирателей-людоедов, которыми я сейчас занимаюсь. Это ведь особый пожиратель, не такой, как поезд-пожиратель, горка-пожиратель, ванна-людоед или унитаз-людоед. Думаю, что пока я условно причислю его к этой компании, а там видно будет. Если вам понравился ролик, не скупитесь на лайки и делитесь роликом со своими друзьями и близкими. Тогда я буду знать, что мои расследования этой темы пожирателей, не напрасны, и буду продолжать изучать ее. Вот он, томограф-убийца, томограф-пожиратель, страшный. Бррр. До встречи, мои дорогие друзья. С вами был Хоррор Мейкер.